Привет, это майор в отставке. Сегодня Путин, с одной стороны, заявляет, что готов к мирному урегулированию, а с другой, по свежим данным немецкой разведки и некоторого ряда западных аналитических центров, к концу десятилетия он может расширить масштабы конфликта и напасть уже на страны НАТО. В то же время Дональд Трамп, когда-то уверенный, что за 24 часа прекратит эту войну, без особых оговорок готов заключить с Кремлем сделку, наивен он или действительно договорился с Москвой, не так важно. Важно то, что при нынешней расстановке сил такая сделка способна дать Путину лишь паузу для накопления силы перед следующим ударом. А если кремлевский пациент получит время и ресурсы, то следующая война может оказаться еще более кровопролитной. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, а ныне находящийся в розыске за властями России опасный, в кавычках, преступник и враг государства. И сегодня о том, почему путинские мирные инициативы всего лишь пауза перед новой, гораздо более масштабной войной. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и поделитесь им, так вы поможете развитию этого канала. И разумеется, подпишитесь на этот канал, если до сих пор еще не сделали этого. Итак, мы начинаем. В последние месяцы кремлевская пропаганда особенно громко трубит. Россия стремится к миру, это Запад не хочет договариваться. Сам ватный фюрер со свойственной ему невозмутимостью рассказывает, что у него нет цели затягивать конфликты, что, дескать, мы готовы прислушаться к любым предложениям якобы. Однако реальность показывает прямо противоположное. По данным немецкой разведки, России не просто невыгодно сейчас заканчивать войну, она, судя по всему, готовится к затяжной конфронтации. Почему такой вывод? Во-первых, разведданные указывают на дальнейшее наращивание военного потенциала. Если посмотреть на цифры бюджетных ассигнований, то, согласно проекту, военные расходы России в 2025 году могут вырасти еще на 25-30%. Это колоссальный скачок, учитывая, что уже сейчас по некоторым оценкам примерно треть федерального бюджета уходит на оборонку и силовой блок. Во-вторых, иностранные аналитики отмечают, что в России развернулась ускоренная подготовка новых подразделений. С лета 2023 года набирали не только 300-350 тысяч мобилизованных, о чем говорили в официальных речах, но и формировали дополнительные резервы. Суммарно, по некоторым оценкам, еще около 120-150 тысяч человек. Производство режимом Путина боеприпасов сильно превосходит их расход. Это явно расходится с заявлениями о мире. Получается любопытное противоречие. Хотим мира на словах, но в режиме реального времени строим танки, выпускаем снаряды и формируем войска к концу этого десятилетия. С чего бы это? Да потому что в Кремле боятся не внешних врагов, а собственных провалов. Война и милитаризация – это отличное прикрытие, позволяющее списывать любые экономические катастрофы на санкции Запада и внешнюю угрозу. Война помогает ему держать собственный народ в напряжении и удерживать власть в стране. А теперь снова о Дональде Трампе. Заняв пост в январе 2025 года, Трамп немедленно взялся за реализацию своего громкого обещания закончить войну в Украине за 24 часа. Однако его методы вызывают тревогу и серьезные вопросы. Что происходит прямо сейчас? Администрация Трампа активно давит на Украину, предлагая ей своего рода «мирное» в кавычках соглашение, по сути превращающее страну в американский протекторат в обмен на прекращение огня. Для Киева это звучит унизительно и отдает холодной прагматике бизнесмена, пытающегося заработать даже на крови и страданиях. На фоне продолжающихся атак России Трамп уверенно заявляет, что сделка почти заключена. Но насколько честна эта сделка и что на самом деле она несет Украине? Одновременно президент США ведет переговоры с Путиным, и эти переговоры явно не идут в пользу Украины и Европы. Речь идет о значительных уступках Москве, вплоть до обсуждения возможности отказа Киева от части территории и гарантии невступления Украины в НАТО. Понятно, почему для Кремля это звучит как джекпот. И представим, что Трамп продолжает давить на своих европейских союзников, вынуждая их согласиться на кремлевские условия ради скорейшего мира. На бумаге это будет выглядеть красиво. Договоры подписаны, оружие вроде бы замолчало, но реальность куда страшнее, ведь Путин в таких ситуациях всегда выигрывает дважды. Во-первых, ослабнут санкции, и Россия снова получит доступ к критически важным товарам, технологиям и деньгам. Во-вторых, европейская общественность быстро устанет от темы войны и охладеет к помощи Украине, что существенно сократит поддержку Украины со стороны стран ЕС.
А дальше мы знаем, как действует Путин. Для него любое перемирие – это всего лишь удобная передышка, чтобы перегруппировать силы, пополнить запасы оружия и подготовиться к следующему удару. Вспомните доклад немецкой разведки. И Дональд Трамп прекрасно знает, с кем имеет дело. Он неоднократно демонстрировал явные симпатии к Путину, открыто хвалил его авторитарный стиль управления и даже завидовал его способности сохранять власть. Так что давайте без ложной скромности. Трамп действительно симпатизирует Путину, и его действия на посту президента будут лишь подтверждать это. Агент он Кремля или нет, я думаю, мы все узнаем в ближайшем будущем. Да, он может и хочет остановить кровопролитие, но не ценой победы Украины, а ценой ее поражения. И его стратегия кратковременных сделок неизбежно сыграет на руку кремлевскому режиму, создавая условия для еще более масштабного конфликта в будущем. Почему более масштабного? Потому что, как я уже сказал, в руках у Кремля с каждым днем становится все больше оружия, а уставшая Европа после мира любой ценой вряд ли решится снова защищать украинцев с той же энергией и решительностью, что и сегодня. Ну а дальше уже большая война. Многие любят теории заговора, мол, Трамп – это агент Краснов, сидит на крючке или что-то подобное. Но давайте смотреть трезво. Трамп – бизнесмен и политик, у него свои амбиции, свои взгляды, в том числе и довольно изоляционистские, что США, мол, не обязаны кормить НАТО, Европу. Не факт, что он сознательно работает на Кремль, но я это не исключаю на 100%. Однако в путинской геополитической игре это и не нужно, это не важно. Кремлю важно, чтобы в Белом доме сидел человек, склонный к быстрым сделкам и небольшому интересу к деталям. Путин понимает, что Америка Трампа может отстраниться от европейских дел, столкнуть лбами союзников внутри НАТО, да и вообще снизить градус санкций. Для России, которая сегодня тратит около 5-6% своего ВВП на военный сектор, точные данные засекречены, это буквально глоток воздуха. И вот так, не будучи даже агентом, Трамп может невольно протянуть руки вождю из бункера, позволив ему раскрутить маховик новой агрессии, стать одним из тех, благодаря кому может начаться Третья мировая война. Немецкая разведка стала необычайно откровенна, и ее теперь поддерживают другие западные службы. Глава разведки Бруно Каль прямо заявил, Кремль всерьез готовится к войне с НАТО ближе к концу этого десятилетия. Уже в 2025 году Путин собирается потратить на войну и безопасность рекордные 17 триллионов рублей, почти половину всего бюджета России и больше, чем когда-либо после распада СССР. К 2026 году Кремль хочет довести численность армии до 1,5 миллиона человек, несмотря на чудовищные потери в Украине. По утечкам из этого же БНД, то есть немецкой разведки, производство вооружений в России уже превышает потребности текущей войны. Военные заводы выпускают более 1000 танков и бронемашин в год, а стратегическое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты, поступает в армию ускоренными темпами. На границах НАТО тем временем формируются целые новые дивизии и даже отдельный армейский корпус в Карелии, прямо напротив недавно вступившей в альянс в НАТО Финляндии. Параллельно Путин размещает ядерное оружие в Беларуси, а датская и эстонская разведки предупреждают. Москва активно готовит почву для возможных гибридных атак в странах Балтии, Польши и Норвегии, чтобы проверить решимость Запада и реакцию на 5-ю статью Альянса. Британская Ми-6 также подтверждает, Россия давно воспринимает ситуацию как войну с Западом, просто пока ведет ее без флагов и открытых столкновений, руками диверсантов, шпионов и хакеров. В НАТО не сидят сложа руки. Уже в марте 2025 года объявлена крупнейшая с момента холодной войны программа перевооружения Европы. Ежегодно на оборону собираются тратить до 650 миллиардов евро. В Польше, странах Балтии и Финляндии создаются новые базы, размещаются дополнительные боевые группы и бригады. Альянс проводит масштабные учения на случай агрессии России, и эксперты подчеркивают, что именно решительность и единство Запада – главный способ остановить Кремль. Ведь в Москве явно потеряли связь с реальностью, и единственный язык, который понимают люди вроде Путина, это язык силы и четко обозначенных красных линий. Чем раньше Европа покажет им цену агрессии, тем меньше шансов, что безумцы в Кремле рискнут перейти от угроз к реальным действиям. Зачем Путину война? Тут все просто. Война – это тотальная отмазка для внутреннего пользования. С одной стороны, можно бесконечно рассказывать населению про осажденную крепость и натовские угрозы, сплочая народ вокруг себя.
А с другой стороны, раскрутив милитаризм, власть получает карт-бланш на любые репрессии внутри страны под предлогом борьбы с пятой колонной и подрывом, конечно, обороноспособности. Достаточно посмотреть на то, сколько новых уголовных статей и ужесточений к старым появилось в Уголовном кодексе с начала вторжения в Украину. Если это все раскрутить на фоне гипотетической сделки с Трампом, то получается вообще идеальный рецепт. Но что даст сделка? Краткую передышку от санкций, ведь тот же Трамп считает, что Европе нужно самой платить за свою безопасность. А как только ватный фюрер поймет, что силы восстановлены и увидит, что западный мир расколот, можно будет начинать новый виток агрессии. Напомню еще раз. Путин не политик, он вор, серийный убийца и военный преступник, лично ответственный не только за расправы с собственными оппонентами, но и за сотни тысяч смертей российских и украинских солдат, за гибель десятков тысяч ни в чем не повинных мирных жителей в развязанной им войне. По его вине с лица земли стерты множество мирных городов. Именно он толкнул Россию в пропасть, ежедневно высасывая ресурсы из страны и превращая граждан в расходный материал только ради своей власти. Сегодня Россия находится в глобальной изоляции, лишена будущего и перспектив, и единственный шанс остановить эту бесконечную бойню – это остановить самого Путина. Сделать это могут только те, кто находится рядом с ним каждый день. Силовики, генералы, его личная охрана, врачи, повара и даже журналисты из кремлевского пула. Те, кто четко понимает цену этого безумия, имеет доступ к телу диктатора, но делают вид, что ничего не замечают. Я обращаюсь именно к вам. Хватит закрывать глаза и быть соучастниками убийств и преступлений против собственной страны. Если не остановить Путина сегодня, Россию ждет еще более кровавая и бессмысленная война, а вас – позорная роль пособников диктатора, добровольно втянувших страну в новую бойню. Примите решение и сделайте все, чтобы Путин перестал существовать в том виде и на том месте, где он существует сейчас. Другого пути, скорее всего, просто нет. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и задавайте вопросы. Ну и ждите новых интересных и полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.